Я много путешествую на разных турендуро, и это обзор Honda XADV. Я знаю, о чем вы подумали. Пацан совсем куку, обещал мультистраду и притащил скутер. Отличный подарок на Новый год, ага, только этого все и ждали. Сейчас все объясню. Во-первых, у XADV двигатель и коробка от NC750X, и подвески практически идентичны, поэтому если и делать обзор, то только следом за NC. Я скептически относился к возможностям XADV, но люблю эксперименты, поэтому решил попробовать на себе, может ли скутер заменить тур-эндуро. Я вообще хотел назвать ролик полуобзор на полумотоцикл и быстренько поделиться ощущениями, но в итоге опять получился большой обзор. Я думаю, многие подписчики вообще не в курсе о существовании XADV. В России его не продают, а в Европе очень популярен. Конкретно в Южной Европе большинство двухколесной техники – скутеры и макси-скутеры. Южане выросли на скутерах и представляют мотоцикл как нечто драйвовое, но неудобное. К тому же управление на скутере и мотоцикле отличается, мало кто готов переучиваться. Собственно, класс макси-скутеров существует где-то параллельно мотоциклам, со своими флагманами покупают их не потому, что денег на мотоцикл не хватает. Интересна сама ситуация с XADV. Donor NC750 – это бюджетный практичный городской мотоцикл, самый скучный в мире, но стоило его облепить другим пластиком, и XADV уже выступает в роли внедорожного люксового скутера. Глобально от других макси-скутеров он отличается разве что цепным приводом. Формально отличие от NC минимум, тот же самый двигатель с коробкой DCT, подвески с теми же ходами, еще меньший клиренс, больший вес при том, что объем бака меньше, заднее колесо вообще на 15 дюймов. Вся реклама XADV продвигает аппарат как супервнедорожник, лицо рекламной кампании Марк Маркес, который наяривает на нем где попало. Фактически XADV монополист в своем классе внедорожных макси-скутеров. И вишенка на торте. XADV стоит почти 12 тысяч евро, ровно как топовые скутеры BMW. Почти на 3000 дороже NC750X, дороже 900-го Тигра и всего на 250 евро дешевле 850-го Гуся. И это только голая версия. Нафаршированная версия на 2000 евро дороже. И покупают пацаны, много покупают. Я, конечно, немного лукавлю, отличия в оснащении есть. Во-первых, спереди два тормозных диска по 296 мм с четырехпоршневыми суппортами. Сзади диск 240 мм с однопоршневым суппортом. Во-вторых, вилка перевернутая и с регулировками. Напомню, что у NC нет регулировок вилки и спереди только один тормозной диск. Вообще на XADV много каких-то таких решений, которые хочется видеть на NC, но их не будет из-за бюджетного позиционирования. Здесь же Honda оторвалась по полной. Например, на XADV стоит бесключевой запуск. Только на Голде и XADV, даже на топовой Африке нет. На брелке есть кнопка поиска мотоцикла, мигает аварийкой, но, к сожалению, не пищит, а также принудительное отключение связи с мотиком. Светодиодные лампы везде, как на топовых моделях. На мотоцикле целых 4 экрана. Нижний вспомогательный, индикация ключа, нейтрали, АБС и ручного тормоза. Сверху и снизу центрального экрана блоки с классическими индикаторами. Эти экраны бледные, и, например, в солнечный день разглядеть работающий поворотник трудно. Основной экран монохромный, простоват на фоне модного цветного дисплея NC с разными функциями, однако XADV показывает больше информации одновременно и даже есть датчик температуры воздуха. Разумеется, здесь нашлось место и для перманентного отображения сегодняшней даты, но как же без этой информации ездить на мотоцикле? Если установлен подогрев рук, на экране еще показывается индикация уровня мощности. Экран мне еще нравится тем, что находится достаточно высоко и не надо наклоняться, чтобы посмотреть скорость. По сравнению с NC здесь доработали систему открывания вещевого отсека и лючка бензобака. В NC нужно было вытаскивать ключ и вставлять в другую личинку, после чего поворачивать в сторону открывания бака или отсека. Здесь просто глушишь мотор поворотом селектора и нажимаешь нужную кнопку открывания. В отличие от NC и большинства скутеров, заправлять бак можно не слезая с мотоцикла, что круто. Правда, с этим есть некоторые минусы, о чем расскажу дальше. Под седлом есть ниша для хранения, как принято на скутерах. Отсек, наверное, большего объема, чем на NC, однако форма специфичная и большие шлемы могут не лезть. Внутри отсека есть розетка на 12 вольт. Не сказать, что удобно, однако можно вывести провод наружу и заряжать телефон, если что.
а куда компрессор воткнуть, разницы нет. Про двигатель и коробку рассказывать не буду, абсолютно такие же, как на NC750. Кому интересно, смотрите обзор на него, там подробно разжевано. Под обзором на NC было несколько комментариев о том, что у NC750 мало лошадиных сил, и типа зачем тогда нужен такой объем, если КТМ-390 почти ту же мощность выдает. Вот график сравнения с КТМ-390. У большинства современных 400-ок будет примерно та же картина. Если смотреть на лошадиные силы, как бы да, сопоставимые значения, только КТМ пиковую мощность выдает на 9500 оборотах. Обычно 400-ки с провалами в ускорении и не едут до 5-6 тысяч оборотов, поэтому приходится постоянно накручивать ручку до упора, что входит в привычку и не получается ехать со скоростью потока. Всегда находишься в процессе ускорения до следующего перекрестка. И самое главное, 400-ки на магистрали едут только на повышенных оборотах. Это быстрый износ двигателя и дикие вибрации, которые забивают руки. В то время как NC может спокойно ехать на любой допустимой скорости без вибраций. Безусловно, есть младшие модели, которые терпимо едут 110 км в час без выматывающих вибраций, но это скорее исключение из правил. Я говорю не о кратковременном разгоне, а о продолжительной езде в путешествии. Это разные вещи. Настройки коробки DCT на XCDV немного отличаются от NC. Самое важное, на XCDV помимо стандартных режимов Drive и Sport появился режим G, изначально разработанный для Африки. Режим G – это подстройка для Drive, немного отличается выбор передач, но суть не в этом. В стандартном режиме Drive компьютер пытается сделать переключение максимально плавным, сглаживая поведение мотоцикла при открытии и закрытии ручки газа. Это ощущается в небольшой задержке. Режим G делает реакцию двигателя резче при работе с ручкой газа, убирая задержку, что позволяет точнее управлять мотоциклом на бездорожье. На мой взгляд, добавление для XCDV функций, которые могут почувствовать только водители с неплохими навыками, которым этот мопед априори не интересен, чистый маркетинг. Помните, я в обзоре на NC говорил, что интересно послушать, как звучит нестандартный выхлоп. XCDV был с прямотоком. У XCDV, в отличие от NC, стоят спецованные диски. Я вообще ни разу не видел скутера на спицах. В стандарте идет более злая резина, чем на NC Bridgestone Trailwing. Однако помимо стока на NC резина выпускается в изобилии, можно подобрать под свои задачи. А у XCDV из-за нестандартного размера заднего колеса на 15 дюймов стоковая резина – это единственный вариант, который как бы бездорожный, все остальные модели гладкие. У меня были покрышки с похожим профилем Pirelli MT60 и Seat Grip XL. Это неплохие универсальные шины, на которых и по асфальту, и по мокрому твердому грунту хорошо ездить, но на рыхлые поверхности и жидкую грязь протектора уже не хватает, и альтернатив у вас не будет. Спицы на XCDV – бесполезный маркетинг. Клиренс чуть меньше, чем у NC 162 мм. Это очень мало для каменистых участков, о чем я уже 4-й ролик говорю. Все мотоциклы с таким клиренсом бились дном на моем тестовом участке, где ничего особенного нет, XCDV не стал исключением. Основные производители тюнинга не выпускают для XCDV защиту картера, и те варианты, что я нашел, довольно маленькие, и пробить камнем масляный фильтр как нечего делать. Наверное, с точки зрения макси-скутеров, XCDV нереальный внедорожник, но если рассматривать с точки зрения мотоциклов, все печально. В большинстве рекламных материалов на XCDV лихо едут в стойке, хотя даже на официальных кадрах видно, что все пилоты какие-то скукоженные. Мотоциклетные подножки, которые как бы и позволяют бездорожить, идут только в опции. На тестируемом аппарате были установлены подножки Puke Enduro, это более массивные относительно хондовских. Хорошо, что у них есть хотя бы резиновые накладки, потому что вибрация в ногах от двигателя существенная, возможно из-за прямотока. При езде в стойке в центральном положении нет возможности обхватить мотоцикл ногами. Это первая нерешаемая проблема. При езде в стойке в заднем положении, то есть по песку, ноги держатся за очень широкую пассажирскую часть с острыми гранями, тоже не вариант.
Еще проблема в том, что руль находится даже ниже, чем на NC, и держаться за него можно только изогнувшись даже при среднем росте. Плечи устали, и через пару часов от положения руля на второй день вообще невыносимо стало, пока ни один мотоцикл к такому не подобрался. Если смотреть с этой информацией рекламные ролики XADV, можно увидеть, что все пилоты хоть как-то пытаются удержаться за мотоцикл в неестественных позах, а Марк Маркес едет сидя и не выделывается. Ладно, стойкой можно пренебречь, но и сидя тоже нет ощущения сцепления с мотоциклом, нет возможности сжать бак ногами, сливаясь с мотоциклом. Ты как бы всегда вне, поэтому активно управлять, особенно на неровностях, тяжело. Из-за того, что не держишься ногами, на неровностях немного подпрыгиваешь и постепенно сползаешь вперед. Особенно на серии мелких неровностей или гребенки, потому что ограничителя в виде бака нет. На Tour Enduro обычно седло с небольшим уклоном к баку, и на неровностях сам собой сползаешь в нейтральную точку. А на XADV периодически ерзаешь по седлу. В остальном, сидя ехать по ровной дороге на мотоциклетных подножках нормально, когда привыкаешь, а на магистрали можно вытянуть ноги на платформах. На NC чувствуется более правильная развесовка по осям, когда сидишь, легче маневрировать и чувствовать заднее колесо. На XADV ощущение, что заднее колесо где-то там на прицепе болтается даже на асфальте. Ладно, наверное, фишка XADV в том, что он сделан для низких людей, у которых выбора мало. Высота по седлу действительно 820 мм, что редко бывает у Tour Enduro, хотя NC всего на 1 см выше, что решается заниженным седлом. Люди с низким ростом часто предпочитают скутеры, потому что можно ездить на переднем покатом кончике седла и при необходимости спрыгивают вперед, как на велосипедах с женской рамой. Здесь такого нет, потому что отсутствует мягкий скос у передней части седла, там пластиковый лючок бензобака. Сам же XADV, очень широкий, и неудобно доставать до земли вообще никому. Если сидеть в широкой части седла, то ноги ставятся как раз на уровне подножек. Ширина с подножками 71 см, тогда как у NC 60 см. Ноги нужно растопыривать слишком сильно, и так вообще нереально стоять со средним ростом. Удобнее всего сдвигаться вперед, чтобы при доставании до земли подножка не мешалась. И тут другая проблема. Платформа занимает почти все пространство до подножки. Там есть небольшой узкий участок перед подножкой, но без люфта, поэтому рассчитывать на него не получится, если использовать подножки. Нужно во всех случаях широко расставлять ноги, так как ширина XADV по платформам 64 см, то есть больше, чем ширина NC в самом широком месте с подножками, тогда как в нормальном положении перед подножками, где все и встают, у NC ширина 44 см. Если же поставить на XADV дуги безопасности, это еще добавит к платформам где-то по 2-3 см. Даже я с ростом 188 см практически всегда стоял на носочках. Толкать мопед ногами жутко неудобно, а с невысоким ростом скорее нереально, только если каждый раз закрывать подножки. И из-за ширины скутера крайне неудобно на него залезать, перекидывая ногу. Нужно сразу учитывать, что нога должна перескочить через платформу, поэтому делаешь как бы в 2 этапа с перекатыванием через седло. Еще подножка мешает нормально открыть боковой упор, каждый раз мучение. В итоге проще забить и сложить подножки навсегда и пользоваться XADV только как скутером с платформами. Впрочем, даже в этом случае с низким ростом доставать до земли непросто. На платформах ездить по бездорожью или в стойке еще хуже, потому что пропадает хоть какой-то четкий упор, и платформы находятся не под задницей. Не получится ногами амортизировать, а также балансировать, перенося вес на одну или другую ногу. На самом деле проблему можно было бы легко решить, убрав горизонтальные платформы, оставив только подножки и дальнюю часть платформ типа ристпэков. Но Honda знает, что целевая аудитория привыкла ставить ноги на платформы, и такое новшество – большой риск для продаж. Седло очень комфортное по мотоциклетным меркам, задница совсем не устала, пассажир тоже в восторге. Однако до уровня люксовых макси-скутеров не дотягивает, там практически стандарт, высокие спинки для водителя и пассажира. Амортизатор, скорее всего, один и тот же с NC, но из-за седла при езде чувствуется больший комфорт, и только если прислушиваться, понятно, что стыки и выбоины на асфальте амортизатор не глотает. Вилка отличается от NC, на стандартных настройках она чуть жестче и не так клюет, но зато чуть-чуть отдает вибрации в руль. У XADV очень низкий центр тяжести, еще ниже, чем у NC, за счет чего возникает ложное ощущение его легкости.
Уронить действительно трудно и поднять наверняка несложно, однако мотоцикл очень тяжелый, 238 килограмм. Для примера, гусь 1250 тяжелее всего на 11 килограмм. Пока ворочал на берегу для съемки, замучился. Вытолкать его назад через 3-сантиметровый камушек – та еще задача. Пытаться где-то на бездорожье вытолкать его в одиночку даже сложнее, чем того же гуся. Еще отмечу, что у XADV нет такой парусности на магистрали, как у NC, зато NC легче заваливается в повороты. Стандартное стекло XADV с регулировками, механизм неудобный, но работает. Стекло даже в высоком положении конкретно мне в шлем бьет и задувает под очки, но если сильно пригнуться нормально, значит для какого-то невысокого роста оно неплохо будет работать. Официальный расход у XADV чуть выше, чем на NC, скорее всего из-за более высокого стекла или широких форм. У меня же все дни в любых условиях средний расход держался на отметке 4,3 литра. Наверняка из-за прямотока от глушителя пахло богатой смесью, и это пример, что не надо просто так брать и банку менять для красоты. Тормоза безусловно лучше, чем на NC, однако очень мягкие и хочется большей остроты. Может оно так на всех скутерах принято, ведь при торможении в бак не упираешься и можно соскочить с седла. Вообще мне было очень неудобно управляться с аппаратом, потому что последний раз я ездил на скутере года 2 назад, и опять привыкать тормозить рычагом сцепления, на это нужно большее время. Обязательно загляните в комментарии. Если где-то в цифрах ошибся, я обычно в прикрепленном комментарии поправки пишу или то, о чем забыл рассказать в ролике. Ах да, насчет того, подходит ли XADV для туризма. Не особо. Бак на 13 литров при умеренной быстрой езде, запас хода 300 километров. Максимально разрешенный перевозимый вес 177 килограмм, слишком мало для езды с пассажиром и кофрами. И из-за низкого расположения руля и ширины мопеда я даже не знаю, при каком росте на нем будет удобно. Дальше без экспериментов блок сравнения кроссоверов. Multistrada, Tracer, Tiger GT и BMW XR. Еще 1-2 среднекубатурных турендура и итоговое сравнение по всему классу. Подписывайтесь, чтобы не пропустить, и не переключайтесь.